Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о сфинксах. Что мы знаем о них? Многие слышали и видели загадочного древнеегипетского большого сфинкса с телом льва и головой человека, охраняющего пирамиды в Гизе. И он не единственный. Сфинксы встречаются и на территории Египта, и за пределами в других странах. Вообще, сфинксы – это мифологические существа, объединяющие черты нескольких животных и человека, присутствующие в различных культурах мира. Это очень интересно. Но речь сегодня не о монументах, а о довольно подвижных, прыгающих, мяукающих, самых маленьких, но самых многочисленных сфинксах на планете, названных благодаря удивительной внешности, немного напоминающие древние статуи. Поехали! Хотя кошки и египетские сфинксы напрямую не связаны, необычный, почти мистический вид этих кошек вызвал ассоциации с древними египетскими образами и мифами. Сфинксы выглядят совсем не так, как большинство других кошек. Их отсутствие шерсти, стройные тела, большие уши и выразительные загадочные глаза создают эффект, будто они пришли из другого времени и места. Вообще, Египет и кошки – это давний культурный тандем. В Древнем Египте кошек почитали и считали священными животными. Египтяне верили, что кошки – это защитники от злых духов. Хотя кошки породы сфинкс не имеют исторической связи с Египтом, их название перекликается с древнеегипетскими символами. Как и знаменитый великий сфинкс, кошки этой породы часто кажутся загадочными и даже несколько потусторонними. Их спокойное поведение, задумчивый взгляд и древний вид усиливают эту ассоциацию. Хотя кошка-сфинкс выглядит древней, сама порода на самом деле довольно молодая. Современные сфинксы – это удивительный пример того, как случайность и селекция привели к появлению одной из самых необычных пород кошек в мире. Генетическая мутация, вызвавшая отсутствие шерсти, иногда случается у домашних кошек. Но именно в 1960-е годы началась целенаправленная работа по созданию бесшерстной породы. Считается, что сфинксы как порода начались с котенка по имени Прун, который родился в 1966 году у обычной домашней кошки в канадском городе Торонто. Этот котенок был абсолютно лысым, что привлекло внимание заводчиков. Они решили использовать эту мутацию и начали скрещивать Пруна с другими кошками, чтобы закрепить ген, ответственный за отсутствие шерсти. Скрещивание проводилось с короткошерстными домашними кошками, чтобы улучшить генетическое здоровье и закрепить бесшерстность. Однако выведение стабильной породы оказалось сложным. Иногда потомство рождалось с шерстью, так как ген бесшерстности рецессивен, и его закрепление требовало долгих усилий. Первые успехи были достигнуты только в 1970-е годы, когда бесшерстные котята стали появляться более стабильно, и порода получила свои первые стандарты. В начале 80-х годов канадский сфинкс был официально признан ассоциацией фелинологов, и порода начала набирать популярность. В 1985 году заводчица по имени Ширли Смит обнаружила на улице еще одного бесшерстного котенка, которого назвали Бэмби. Этот котенок стал частью программы разведения, что помогло укрепить породу. В 1987 году в России, в городе Ростов-на-Дону, был обнаружен еще один бесшерстный котенок, самка по имени Варвара. Позднее ее потомки стали известны как донские сфинксы. В отличие от канадских, донские сфинксы обладают иной генетической мутацией, вызывающей бесшерстность. И их бесшерстность может проявляться в разной степени, от полного отсутствия шерсти до тонкого пушка на теле. Донской сфинкс стал отдельной породой и получил популярность в России и Европе. В 90-е годы в Санкт-Петербурге была выведена еще одна разновидность сфинксов – петерболт. Эта порода возникла благодаря скрещиванию донских сфинксов с ориентальными кошками. Петерболды унаследовали элегантные черты ориенталов и бесшерстность донских сфинксов. При этом в породе остались кошечки с пушком и гладкой кожей.
Сфинксы быстро завоевали популярность благодаря своему необычному внешнему виду и дружелюбному, общительному характеру. В 2002 году популярность породы резко возросла после ее появления в фильме «Остин Пауэрс», где лысый кот мистера Бигглсуорта стал культовым персонажем. Это привлекло внимание к породе, но также породило множество мифов. Например, что сфинксы гипоаллергенны. На деле они просто реже вызывают аллергию за отсутствие шерсти, но аллергию могут вызывать и выделение их кожи и слюны. Кстати, изначально мистер Бигглсуорт должен был быть пушистым персидским котом, но из-за особенностей съемочного процесса и требований сценария решили, что кошка должна выглядеть максимально экзотично и броско. Тогда на роль выбрали сфинкса из-за его уникальной внешности. Это решение добавило персонажу нужную долю инопланетности, и сцены с мистером Бигглсуортом сделали сфинксов объектом массового восхищения и интереса по всему миру. Интересно, что после выхода фильма многие стали ассоциировать сфинксов с мистическими или космическими кошками. Они буквально взлетели на волне популярности, что привело к росту спроса на эту породу. И вскоре их стали считать символом оригинальности и роскоши. С тех пор сфинксы стали одной из самых узнаваемых пород кошек. Хотя изначально их необычная внешность и отсутствие шерсти были восприняты неоднозначно, вскоре они стали любимыми питомцами среди людей, ценящих кошек с необычным внешним видом и невероятным характером. Признание международных фелинологических организаций тоже пришло не сразу. Существовали опасения, что мутация провоцирует серьезные проблемы со здоровьем. Когда время показало несостоятельность этих теорий, на первое участие в выставках сфинксов допустили в 1986 году, а вот стандарт породы был утвержден относительно недавно, в 2002. Так и сколько получается разновидностей сфинксов? Давайте подытожим. Канадские сфинксы – первая и самая распространенная разновидность породы, выведенная в 60-е годы. У них гладкое, теплое на ощупь тело с мелкими складками на коже, особенно вокруг шеи и головы. Они обладают овальными глазами и мягкими округлыми чертами лица, которые придают им дружелюбный и милый вид. Донской сфинкс появился в России в 80-х годах. Он отличается от канадского тем, что у него более выраженные морщины и часто бывают длинные лапы и мускулистое тело. Эти кошки также могут иметь резиноподобную текстуру кожи, и в отличие от канадских, донские сфинксы могут частично обрастать легким пушком. Петерболды – это российская порода, выведенная путем скрещивания донских сфинксов и ориенталов. Кстати, видео про ориентальную породу кошек есть на нашем втором канале ЗУ, ссылка в описании. У питерцев тонкое стройное тело, длинные ноги и элегантные черты лица с вытянутой мордочкой и миндалевидными глазами. Петерболды могут быть как полностью бесшерстными, так и с легким пушком или бархатистым покрытием. Эльфы – это новая редкая порода, которая появилась путем скрещивания американских кёрлов с канадскими сфинксами. У них уникальная внешность благодаря загнутым назад ушам. Эльфы дружелюбны, общительны и энергичны, часто привязываются к хозяину и обладают всем типичным для сфинксов отсутствия шерсти и теплотой кожи. Бамбина – это карликовая версия сфинкса, выведенная путем скрещивания канадских сфинксов и манчкинов, коротконогих кошек. Эти маленькие, но мускулистые кошечки с короткими лапами сохраняют складчатую кожу сфинксов и их игривый характер. Украинский левкой. Выведенный в Украине, украинский левкой отличается загнутыми вперед ушами и бесшерстной кожей. Эта порода получена путем скрещивания донских сфинксов и скоттиш-фолдов. Левкои дружелюбные и ориентированы на людей. Кстати, сфинксы не единственные бесшерстные породы кошек. Есть еще кахона или гавайская кошка. Крайне редкая порода, которая возникла естественным образом на Гавайях. У кахоны отсутствуют волосяные фолликулы, что делает их кожу абсолютно гладкой. Эти кошечки чувствительны к температурам и требуют особенно внимательного ухода.
Помимо всего прочего, существует аж 4 градации шерсти, почти без шерсти, полностью голые, флок, велюр и браш. Если с первым и так все понятно, то в случае флока и велюра шерсть как бы есть, но ее как бы и нет. Она настолько коротенькая и тоненькая, что больше похожа на пушок на персике. Коты с типом шерсти браш и вовсе волосатые, причем их шерсть похожа на жесткую щеточку. Каким бы котик не был, голым или почти голым, недостаток шерсти в организме накладывает на хозяина особые обязательства по уходу за инопланетной зверушкой, например, регулярные водные процедуры. Купать сфинкса нужно как минимум раз в неделю, в промежутках устраивая обтирание влажными салфетками, ведь в отличие от своих пушистых собратьев, эти ребята потеют не отдельными частями, а всем телом. К тому же у сфинксов иногда бывают проблемы с этой их уникальной особенностью. Их кожа часто предрасположена к дерматитам и акне. Кожа сфинкса выделяет больше жира, чем у кошек с шерстью, так как нет меха, который бы поглощал излишки, поэтому их кожа может казаться слегка маслянистой на ощупь. Обычно она теплая, а на ощупь кажется бархатистой или замшевой, благодаря легкому пушку, который у некоторых особей покрывает тело. Однако есть и минус. Отсутствие шерсти заставляет тело быстрее терять тепло, поэтому кожа сфинксов всегда немного теплее, чем у других кошечек. Без шерсти голые котики больше подвержены перепадам температуры. В холодное время года они нуждаются в тепле, а в теплую погоду в защите от перегрева. Сфинксы склонны искать теплые и солнечные места в доме, или мягкие теплые покрывала, а может и батарею. У многих сфинксов на коже заметны складки и морщины, особенно на голове, шее и вокруг плеч. Эти складочки – одна из уникальных особенностей породы, хотя и добавляют сложности в уходе, так как в них может скапливаться грязь и кожный жир. А еще у наших сегодняшних гостей могут быть различные цвета и узоры на коже, от однотонных до полосатых или пятнистых. Эти рисунки кожи аналогичны окрасу шерсти других кошек, и это одна из вещей, которая придает каждому сфинксу уникальный вид. Отдельно стоит сказать и об аллергии. Да, шерсти у сфинксов нет, зато гликопротеин, содержащийся в кошачьей слюне, никуда не исчезает. А это, на секундочку, основная причина аллергической реакции на кошку. Кроме того, сам сфинкс может быть аллергиком. Реакцию вызывает все, что угодно. Корм, моющие средства, которыми вы обрабатываете комнату, шампуни, да и в целом здоровье у сфинксов так себе. Из-за слабого иммунитета для них может стать фатальной любая инфекция. Кстати говоря, сфинксам обязательно нужна одежда, но не только для того, чтобы защитить их от холода, а еще и от солнца, ведь кожа кошек, как и наша, очень восприимчива к солнечному излучению. А еще все сфинксы обладают отменным аппетитом. Это еще один побочный эффект отсутствия шерсти, ведь из-за интенсивного теплообмена им требуется больше энергии, чем другим кошкам. Итак, справедливый вопрос: зачем нужна эта болезненная лысая обжора? Она нужна для любви. Ведь сфинксы жить не могут без человека. Они искренне любят своих хозяев. К тому же эти кошки очень умные. Благодаря своей смекалке, желанию взаимодействовать с людьми, сфинксы легко поддаются обучению. Их можно научить простым командам и даже трюкам, и они будут выполнять их, чтобы радовать хозяина. Все сфинксы любвеобильные и общительные питомцы, которые легко завоевывают сердца неравнодушных к кошкам людей. Эти кошки чрезвычайно преданы своим владельцам и могут ходить за ними по дому словно тень. Они любят быть в центре внимания, а иногда даже проявляют ревность, если хозяин уделяет внимание кому-то другому. Их часто сравнивают с собаками из-за привязанности, стремления к контакту и готовности следовать за хозяином. Некоторые сфинксы могут даже приносить игрушки, как собаки, и учатся выполнять команды вроде «ко мне». Владельцы этих животных в один голос говорят, что ни за что не променяют их на представителей других пород. За большие уши, выразительные глаза и складочки кожи на мордочке сфинксы получили ласковое прозвище «инопланетяне». Это настоящие хвостики, которые всюду будут следовать за человеком и не упустят возможности устроиться у него на коленях. Впрочем, такая привязанность вовсе не показатель лени. Сфинксы очень озорные и игривые существа. Они с большим азартом вовлекаются в активные забавы или самостоятельно придумывают себе развлечения вроде охоты на случайно оказавшегося в квартире
характере жука. Сфинксы абсолютно не агрессивны, поэтому без проблем ладят с детьми разного возраста и спокойно делят жилище с другими домашними питомцами. Эти котики обладают врожденной эмпатией, они очень чувствительны к настроению своих владельцев. Они могут пытаться утешить хозяина, если он чем-то огорчен, и с радостью разделяют веселье. Им нравится быть в центре внимания, и они могут огорчаться, если чувствуют, что их игнорируют. Еще один интересный факт про сфинксов связан с их терапевтическим эффектом. В некоторых странах этих кошек даже используют в качестве помощников для терапии, особенно для людей с тревожными расстройствами, депрессией и другими эмоциональными проблемами. Причина в том, что сфинксы, как известно, обладают высокой потребностью в тактильном контакте и часто буквально обнимают своих хозяев. Их кожа теплая на ощупь из-за высокой температуры тела, а ощущение бархатистой поверхности без шерсти добавляет особую успокаивающую текстуру при касании. В некоторых случаях врачи замечали, что объятия со сфинксом помогают снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. Кроме того, благодаря своему собачьему характеру и готовности всегда быть рядом, сфинксы создают особую эмоциональную связь с владельцем. Это делает их великолепными компаньонами для людей, которым важно чувствовать постоянное присутствие и поддержку. Так что сфинксы – это кошки, которые хотят быть частью семьи и активно участвуют во всех делах. Да, они требуют постоянного внимания и любви, но и отдают ее в ответ, что делает их прекрасными питомцами для тех, кто хочет активного и ласкового компаньона. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.